Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 22-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске пометил технику по квесту Миротворца «Сафари на тигра», там же на таможне настрелял 25 диких по карателю части 3 для прапора и закрыл квест «Свой человек» для Миротворца, так как у прапора был достигнут 3-й уровень лояльности. Выпуск поддержали финансово Сейф, Боник Forever, Айсмен Тако, Маркинштейн и Антон. Большое спасибо, ребята, за щедрость и за доброе слово. Будьте здоровы! Я не все оружие могу различить по звуку, но если узнаю, то обычно это озвучиваю. Но если не забуду, постараюсь сделать это чаще. Айсмен, спасибо. Мне в соло больше доставляет игра, поэтому я не ищу компанию, без обид. Почему замечаю движение на карте? В основном ориентируюсь на звуки или места спавна, а так я вижу более четкую картинку, чем ее показывает YouTube. Возможно, поэтому. Знаю, что есть зрители на Smart TV, которые смотрят, и для вас, и не только, есть возможность бесплатно оформить подписку на 30 дней по моему промокоду в онлайн-кинотеатре Wing, а также получить 50% скидку на первое продление подписки. Одна подписка идет на 5 устройств, есть голосовое управление, более 400 ТВ-каналов, Full HD и 4К качестве, доступ без интернета, умная система рекомендаций и множество вариантов подключения, типа приложение, приставка, адаптер. Кому интересно, ссылка на страницу сервиса и промокод будут в описании этого видео. Всем приятного просмотра! В убежище у нас есть улучшение схрона, ё-моё, у меня теперь склады точнее, у меня теперь будет на 10 на 38, 10 на 10 добавится. Значит, склад увеличили. Найти и передать квест для Миротворца Дейлик. У меня простенькие армейские жетоны Бировца, 5 штук. Тут это все фигня, это у меня есть. Сейчас выберем, какие самые низкие тут уровни, да, жетоны, и передадим. Получается халява, немного опыта, плюс немного лояльности у Миротворца точно не помешает. Сегодня у нас на повестке дня металлолом. Я хочу пометить все 3 танка, которые находятся на берегу. Мне понадобится 3 маркера. Все 3 танка, где находятся, мы знаем. По снаряжению у меня будет балаклава, любая, и жилет дикого. Это мое снаряжение для берега будет, потому что мне 10 ЧВК нужно убивать по карателю части 4 для прапора. Основной волыной у меня будет МП-9. Вот такую я ништячок вот такой собрал. Тут глушитель повесил и так далее. Вроде бы по отдаче 44, но подкидывает зараза ее вверх. Первые патроны. Дополнительно у меня будет Мосинка. Так, чисто по диким пострелять, или может где 3-м ЧВК прибзнуться можно будет. Так, сразу автомат. Понятно. Опять меня на канал, чтоб его в другой конец вообще карты, да? Переместила, ядрёна вошь. Окей, будем тогда с этим работать. Что имеем? Прямиком, если пойдем... прямиком мне зачем идти? Мне прямиком не надо идти, получается. Давай тогда вдоль края карты, что ли, вдоль воды. У меня первый танк находится на ГЭС. Ближайший. Поэтому пойдем потихонечку здесь вдоль воды. Потом в порт. Обойдем Чупик. Там мы поставим первый маяк, а дальше видно будет по ситуации. Либо пойдем через западку, обойдем это, потому что с восточки там, обходить далековато, наверное, получится, да? Напрямую-то оно быстрее, но не безопасней, однозначно. Ладно, смотрим ближайшие спавны. Потихоньку, незаметно. Если будут дикие, будем стрелять по диким, брезговать не будем. Мосинка у меня есть. Пусть навык владения снайперскими потихонечку качается. Такие дела. Что сказать. Тишина-то гробовая. Не спавнов ближайших. Не даже тебе не то чтобы выстрелов, да и взрывов тоже не слышу нигде. Это что получается, в тихий рейд попал? Так-то, в принципе, я не то чтобы против тихого рейда. Спокойно смогу пометить танки и выйти с локации. Но мне бы тихие рейды в аккурат нужны были бы, когда вот диких мне надо будет настреливать. Так-то даже если и шумный был бы рейд, ничего страшного. Танки находятся не на особо
опасных местах. Чё, нету никого, получается? Даже диких нет. Хм. Окей. Пойдем чуть-чуть Норвинский, что ли, посмотрим. Оттуда на первый танк побежим. Что тут еще тайничок? Посмотрим для приличия. Посмотрим, вообще лутали его или нет, чтобы понимать, был тут спаун. Блин, его не лутали, получается, смотря. Хотя, возможно, лутанули. Тут осталось-то не самое лучшее. Непонятно. Нет информации. Ладно, пойдем дальше искать, смотреть. Интересно, девки пляшут. Я вообще ни одного выстрела не слышал на протяжении уже сколько. Уже давно пора бы тут что-нибудь произойти должно, да? Блин, вот в прошлый раз я на Норвинском лазил по своим делам и забыл этот хирургический набор забрать. Теперь мне ради этого хирургического набора придется на Норвинский идти в свое время. Но оно не горит так-то. Все равно у меня нет ни ключа от коттеджа. Ни какой-то необходимости крайней, да, чтобы этому терапевту что-то там качать. Вон там, по-моему, на крыше кто-то живой ходит. Ну, хоть дикого шлепнем, что ли. А вообще, вот он и первый танк, который нам нужен на мосту. В общем, наверное, я помечу этот танк и через ГЭС перебегу. Или там наверху перейду на сторону остановки. Оттуда с остановки через эту западку проскользну. Что такое? Думал, маяки забыл. Давай, приживайся. А мы тут пока поглядим, чего послушаем. Вообще, это ГЭС хорошая точка для сбора информации на самом-то деле. Почти всю карту слышно, если что-то где-то происходит. Кто-то мне подглядывает. Есть, первый маячок. Прижился, металлолом. Подзадача выполнена. Осталось 2. Вроде 1, да? Есть кабанчик. 1 пошел. Ну вот, хоть потихоньку будет качаться навык владения снайперскими, а то я что-то хожу туда-сюда. Тишина. И внизу даже никто не ворчал, ничего. Хорошо, пойдем обходить. Раз уж тут тихо. Пойду тогда ко второму танку. Он находится в аккурат под скалой. Можно было бы по правую сторону обойти, но там обходить долго придется. Круг большой. Тут быстрее вжух и проскочил. Пойдем попробуем.
Дверь открыта, но это дикие могут выходить, кстати говоря. Что тут у нас? Опа. Тут нафиг бьет! Блин, как же его подкидывает-то. Пацан готов! Первый выстрел и прям неудобно так подкидывает, зараза. Я, если честно, вообще подумал, что это ЧВК бегает, потому что он что-то какие-то тяжелые шаги. Я думал, что ЧВК какой-то налутался и тяжелый бежит. Ну что задумали-то, а? То ли вот-вот подспавнились сразу же такие на шухере побежали. То ли что? Да закрывай уже, во. Ну, давай глянем, что принесли пацаны. Чистоган, говорит, нету ничего. Хорош. Примерно то же самое, говорит. О, честная, что это такое? Засрал мне штаны, сука! Складывай, да. Вроде никого. Еще двое, что ли, нифига. Че это? А, это походу от этого, от маяка, водочистные, там же на маяке. Ё-моё. Сижу, голову ломаю. Какие водочистные еще от завода, что ли? Ну, ладно, мне с вами, пацаны, тут возиться вообще не вариант так-то. Что-то мечутся туда-сюда. О, здесь тоже окно, кос. Это дикий, скорее всего. Нет, тут еще один был. Ты да ладно. Ух ты, блин. А, у меня слот же занят. Тут не поместится, если только вот так вот вертикально. Ну, оставайся, в общем, с Богом. Я пошел дальше. Иначе я так... Мне вообще смысла, тем более с ПП тут стреляться с дикими вообще не вариант никакой. Ладно, было бы еще бы с болтовки стрелял. Ведь там на Мосинке эргономика такая же. С горностая глушеного можно было бы. Надо было мне горностайчик собрать лучше. Ну ладно, уже раз Мосинка есть, ее будем использовать. Тут, наверное, еще будут дикие сейчас на грузовике, да? Что скажете, пацаны? Попрятались. Ладно, мне по-любому возвращаться по той же тропинке. Так что я смело сейчас построю эти самые... Помечу, точнее, танк. Под снайпера бы сейчас не выйти, чтобы не шумел. Чтобы незаметно мне там спуститься же нужно будет в самый низ. Аккуратнейшно как-нибудь. Что там, есть кто, нет? По-моему, там и нет никого на камне. А, нет, есть. Чик. О, вот так потихонечку и будем навык качать, да? Что, нам жалко, что ли? Ну как тут? Тишина. Опа.
Дикий обычный. Пойдет. Вот он, второй красавец. Сюда маяк. Отлично. Так, что нам еще надо будет помимо пометки? По-моему, вроде как ничего, да? Значит, прямиком в сторону деревни. Вот если дикие еще сбудут, шмальнем разок-другой. Ящики можно будет глянуть. А если не будет, так ничего страшного. Все, есть еще один маячок прижился. Последний танк остался, и он как раз будет в районе выхода с локации около туннеля. Это здорово. Когда по пути все это делается... Вдвойне приятно. О, слышу уже. Так, сейчас, пацанчики, сейчас. Вот с этой лэп. Удобно вообще с левой стороны. Я недавно открыл, короче, этот заход. Дрот у тебя? Вот тупырь! Блин, неудачно вышел. Прям... Хуярь медведя! Ага, еще один. Прям в лоб ему вышел. Ты где? А вон он. Бам. Есть. Все? Ну и хорошо. Теперь потихоньку идем в сторону деревни. Так как он стрельнул, я не буду их лутать. Шуманули. Сейчас западки носы свои любопытные повысовывают. Я пойду потихоньку в сторону деревни. Помечу третий танк. И домой. Вот, в общем-то, мы и на месте практически, да? Здравствуйте. Чё почем, кто на чем? Как раз вдоль вот этой дороги там танк стоит. Вон там, вон он. Вот его мне надо пометить. Может, тогда и это самое? Чтобы было хорошо, чтобы было правильно. Пометим танк. Да в мешок что-нибудь накидаем. Блин, какой спокойный рейд. Опачки. Что, дикие буянят? Ага, точно. Нифига он. С ноги двери открывает. Своя энергетика тут у вас, да? Вот он, третий танк. Бам. Вообще мне, в принципе, хватит даже вот этот пятачок весь осмотреть. Так, чисто, чтобы с пустым не выходить мешком. О, идет. Явился, не запылился. Блин, как это было громко. Ну, как ее подкидывает, это девяточку, МП5. Ей-богу, лучше какую-нибудь гадюку взять. О, пошел процесс. О, 155-я, сколько она? 1000. 1000 сколько-то должна стоить. Да так, чисто без фанатизма. Пару тайников. Несколько курток посмотрим. Тут похоже, что и не было-то, по сути, никого. Один дикий буянит ходит. Двери пинает.
Если что, мы эту мурку выкинем. По-моему, она у егеря там продается 1040, что-то в этом духе, а занимает 5 ячеек. Дороже я ее вряд ли продам. Даже с учетом того, что она новая. Я думал, что-то ценное. О, вот такие вот. Элит, круглогубцы. Но вроде бы как-то и не алё, да, лут на вид. А продается за 18 тысяч плюс-минус. $18 тысяч за ячейку чистыми торговцу, если сдавать. Это очень даже ничего. Запчасти металлические, блин, они мне нужны или нет? По-моему, мне их тоже куча нужна будет потом для этого. Хотя они сейчас стоят уже. О, электродрыгатель я бы забрал. Этот красавец 1760 стоит точно. Пойдет. Ну все получается. А я здесь не пройду, по-моему. Пару курток гляну здесь в хотенке. А, можно было пройти. Ха, ну ладно. И в другой раз. Шланг валяется. Шланги уже не в цене. $1007 за ячейку маловато. Понял. Да, у меня же тир еще не построен. Там для тира нужны будут эти металлические части. Так, ладно, в баню. Еще один этот... О! Это бы я бы забрал. Шоки кинуть можно. Вот это кикинем, наверное, да? Вжух. О, пойдет. Все, пойдем домой. Опа. Это кито такой. Че, лоботы, может, уже подъехали? Бам, инструменты. Пистолет заберем, инструменты даже 40 тысяч сейчас не стоят. Все, предлагаю чесать домой. Да это, скорее всего, дикий там лазил. Мне так кажется. Выход у меня рядом совсем. Тут в тоннель. И выскочим. А, похоже, обычный дикий там бот бегает. Лады, если здесь меня сейчас никто не встретит, тут же тоже на дороге дикари могут лазить. Да никому ты не нужен, Диса, спускайся. Нет тут диких никаких. Ну и ладно. Ну и не надо. Возьму и выйду с локации просто. Все. Блин, какой тихий рейд на удивление попался, а? Ёлки-палки. Хорошо.
Как-то вот так, 27 минут, 4 почти с половиной тысячи опыта. Очень тихий рейд попался. Вот, блин, в такие рейды само то делать квесты, которые там в лазурке надо шататься, да? Металлолом квест закрываем. Для миротворца пометили 3 танка на берегу. Выжили и вышли с локации. Без проблем. Дальше, Глаз Орла выдает у меня теперь квест. Мне нужно найти место крушения 2 БПЛА на берегу и забрать САС-диски с этих беспилотников. Ну и вынести их домой. Окей, погнали еще раз. Туда же за ЧВК пойдем мы на бережок. Днем. И все, что надо у нас страховано. Еду, питье взял немножко, подкрепиться после тренировки. Погнали за САС-дисками с беспилотников. Ох, ядрёна вошь, куда ж ты меня, Тарков, заспавнил-то, а? Прям между этими 2 БПЛА и заспавнил. Ну ты молодец, конечно. Ладно, приятного. Ох, аквамарита там 10 всего. Не густо, конечно. Ладно, план следующий. Тогда налево иду, сначала забираю САС-диск с БПЛА, который недалеко от антенны находится. Там, правда, спавны будут куча, и надо будет аккуратнейше. Пойду вдоль забора, вдоль края карты. Ушки на макушке. И глядим в оба. Надо же, обычно вся вот эта вот сторона спавнов обычно щемится в сторону восточки там или еще куда-нибудь. С водой беда. Надо по тайникам пошуршать, воду хоть чуть-чуть. Кто-то может сказать, что я специально пришел по тайникам лутаться. Еда есть, воды нет. Ну давай тогда на сопку заберемся, что ли. Там сверху хоть обзор получше. Хотя бы немного оглядимся вокруг. Тут еще и тайник есть, может быть, воду найдем. Тут, кстати, раньше на вот этой катухе что-то спавнилось добро. Сейчас вообще я что-то не встречаю. Походу порезали этот спаун. Раньше тут и медицина, и тетрисы я находил. Вот он, тайничок. Дай попить. Спасибо. Коршуна целого дал. Но это же не попить. Ладно, даже если я не найду попить, там где-то он должен быть, да, этот БПЛА за камнем. Даже если не найду попить, то мне должно хватить времени забрать САС-диски и выйти. Но это при условии, что меня вообще никто не будет тормозить. А мне там надо будет переходить снайперскую скалу. Там, возможно, задержаться придется. Гляну все-таки тайничок здесь. О, я еще и ленд-лизовские, оказывается, предметы не забрал. Молодец. Блин, 20 уже. О, есть попить. Зашибись. О, как у меня МП-9, смотри, 1 в 1. А что, если я перееду туда? Можно? О, можно. Да ладно. Все, переодеваем МП-9 тогда. Так, это сюда. Прицельчик. Чик. О, зашибись. Значит, эту свою в траву застрахованную, а эту к бою. И никто не заметит подвоха. Еще и запасной магазин будет один. Пойдет. Вот он, беспилотник, который мне нужен. Один из 2.
Открыть железную птицу. Отлично. Все, теперь я предлагаю, в общем-то, и целом таким же путем, той же тропинкой, какой пришел, той же тропинкой уйти вдоль бетонного забора этого, по нуба-тропинке. Энергии гидрации мне в аккурат хватит забрать САС-диск со второго беспилотника. И туда дальше же вообще по краю карты я и дойду и до маяка, в принципе. Яичко нашел, ё-моё. Нормально. Вернулся я на место спавна. И теперь иду в другом направлении. Теперь идем направо. Сейчас тут в аккурат. Сейчас мосинки шмальнем разок-другой, да, если эти еще живые типы на скале. Снайпера. И вот так потихонечку будем и мосинку качать. В том числе. Кто там? А, вон он, вижу. Оба двое есть. Не шевелись. Есть. Ай. Что ж тебя? Да блин, не могу попасть. Готов. Но тормозить теперь нельзя, надо быстро спускаться и перебегать. А то если сейчас в административке или где-нибудь там ЧВК любопытные повысовываются, быть беде. Я мирный. Я тут от миротворца. Я мирный. Есть, перебежали. Все, что ты задышал-то? Нормально все. Идем себе спокойно. Ладно, долго нельзя тут теряться. Открытый пятак. Надо забирать диск. Вот он, второй беспилотник. Вот он, второй САС. И теперь к этим камням посмотрю один тайник. И налево. Там будет переход на маяк у нас. Выход. А где-то тут тайничок был. Ты где? Не понял. Где-то же был. А, вон он. Шланг бы... О, присадочка. Вот это и вот это. Я бы хотел выйти теперь вдвойне. САС-диски вынесем. И это как раз третья, четвертая присадка. Там 4 присадки нужно будет барахольщику потом сдать. По квесту все они нужны будут с галочкой. Это как раз 4-я. 3 уже дома имеется. Потом, когда барахольщика квеста будем делать. Раз, и сдал. И
целый квест выполнился. Что там у нас впереди? Еще есть точка спавна диких на этих двух ящиках. Главное их теперь проскочить. И все. И все будет хорошо. Че, нету диких, что ли? Не верю. Нет диких. Есть кедр. Да, фигня всякая. Понятно. Ну ладно. То ли перебили их тут, то ли они вообще не появлялись на этой точке. То ли гуляют где по кушарам. Мое дело маленькое, мне осталось только выйти с локации. И все. 4-я присадка в кармане и 2 SAS-диска для миротворца. Там для миротворца осталось только лояльности мне подкачать, и будет 3-й уровень миротворца. Персонажа уже подкачал. Денежный оборот уже накручен. Только чисто квесты делай. Будет тебе 3-й уровень. Вроде тихо. Все, я домой. Не, ну зашибись, хороший рейд получился. Неудачный спавн, но зато туда-сюда сходил без приключений. Шоколадный батончик, говорит, Сликерс сварился. Я их наварил для бартера у егеря. Там бартерую на эти на жилеты дикого. Так дешевле выходит. Глаз орла, квест мы закрываем. 1-й диск, 2-й SAS-диск. Стараканили с берега и вынесли с локации. Теперь доступен квест гуманитарка у миротворца. По этому квесту мне нужно 2 грузовика на берегу пометить, сухие пайки МРЕ передать, 2 есть, 3 еще можно будет на барахолке купить, так как здесь галочка не требуется. Ну и теперь придется убивать диких на берегу, одевшись в форму ООН. Это шлем синий Унтар и синий броник Унтар. 3-й класс брони всего лишь, но придется делать. Ох-охо, нифига ты меня, Тарков. Да жестко сходу на ночь хочу. Ладно, давай тогда действовать. По Стоеве ничего. В принципе, не самый плохой спавн. Так-то. Чупа-чупс, так чупа-чупс. А тут сейчас сейф глянем. Кто знает, может, кто флешку потерял тут. Ладно, к черту эти картотеки. Но сумку нельзя не... Ух ты, сахар вижу. Все, потерялся я. Блин, сумку-то надо глянуть. Тут же офтальмоскоп какой-нибудь. Или нет? Так. Опа. Опа. Так, это наш клиент, пацаны. Стопудово наш клиент. Ух, мать. Понял, понял. Так вот, да? Там какие-то ушлы.
хитрые и злые. Базару нет, они проверяют сразу же, да? Ну, такая предсказуемая, конечно, у меня там была позиция, однако. Но сказать, что там постоянно кто-то выглядывает. Ой, ё-моё. Тарков мастер. Ну вы поняли, да? Когда мне не нужны дикие, у меня наиспокойнейшие рейды вообще никого не слышно и не видно. 9 диких просто по пути было настреляно в первом рейде. Как только я в синем шлеме и бронежилете за дикими пошел, сходу какой-то кипиш начался на базе. Со всех дыр повылазили. Все, готов. А, нет, не готов. Намордник. Во, все, готов. МП5 как основное оружие будет, и горностай как дополнительное оружие. Поставил глушитель, оптика имеется, и патроны ВПшки зарядил в горностай. Рюкзак не беру. О, ништяк, смотри, какой спаун офигенский. Меня как раз под первую машину, которую мне нужно пометить, заспаунило. Прям зашибись. То, что надо. Так, Блэд. Что-то куда-то не... Туда пошел. Я не перепрыгну здесь, да? Понял. Ничего, бывает. Теперь бы добежать, ё-моё, до места. Без приключений. Вот он, грузовик, я чувствую, мне кто-то в затылок дышит там. Чувствую. Пожалуйста. Спасибо. Так, надо дождаться, пока приживется, чтобы мне не нужно было лишний раз возвращаться сюда. Так как эта точка пометки, она, блин, на отшибе. Лучше посижу, подожду. Несколько секунд, да? Чем потом снова корректировать маршрут. Таким образом, чтобы сюда опять идти. Все, отлично. Вперед. Дальше. Вторая машина находится вообще за зданием административки. Этого самого. Лазурного. Санатория. Опачки, стреляет там, блин, кто-то. Может, попробуем? Подловим там ЧВК кто-то бегает. Мне же ЧВК тоже нужны. Пофиг, давай попробуем. А мы зря собрались сюда, что ли? Стреляли приблизительно на вышке. Вот. Значит, как мне туда бесшумно, беспалевно подобраться? Да никак, блин. По горам, по полям. Так и чесать в ту сторону. Ну, раз с дикими там схлестнулись, есть вероятность, что вышли за дикими, да? Есть вероятность, что в эту сторону пойдут. Блин, у меня еще шлем такой, зараза. Палевный, синий. Вот так предательски, блин, меня может выдать. Как делать нечего.
Блин, неправильно, по-моему, вы, дядя Федор, пошли по эту сторону. Прям по открытым сопкам этим. Так не кажется? Вон он. Такой же, как и я, любопытный пошел. Ну давай. Хорошо. Точно такой же, как и я, любопытный. Прям за мной по пятам пошел, прикинь. Все-таки не зря я сюда пошел. Все-таки все правильно сделали вы, дядя Федор. Так. Здравствуйте. И с кем кто воевал? Дикий спиной лежит. Скорее всего, отсюда стреляли, да? Ладно. Пока ничего не ясно. Там два дробовика. А, он уже кого-то... А, это он, походу, дикого вальнул. Тот дикий разлутанный был. И вот, судя по всему, его лут дикого того. Так полагаю, да? Похоже на то. Окей. Ну вот, 1 из 10 ЧВК уже есть. Осталось 9. По карателю я имею в виду. Жилет дикого и намордник были. Все хорошо. Давай глядеть, что тут. Подспавнились или нет. Судя по всему, он как раз по краю вот здесь где-то шел. И, возможно, меня услышал, как я побежал. Решил на перерез пойти, что ли. Непонятно, как, в общем, произошло. Это единственное мое предположение. А, тут у нас тишина, да? Дикие не появились. Хорошо. Пойдем тогда на Чупа-Чупс. Там следующая точка спавна дикарей. Будем посмотреть там диких. Буду ходить, наверное, прям по всем точкам спавна диких. Есть в этом смысл, потому что я думал, они как-то равномерно потом спавнятся, если где-то их в определенных точках нет. А они, скорее всего, спавнятся где-то... Ну, не скорее всего, а могут спавниться, в общем, в одной точке, как в прошлом выпуске, помните? На таможне, на старой заправке их там 4 или сколько, 5 было. А вся остальная округа тишина полная. Поэтому имеет смысл все точки спавна диких смотреть. Я так считаю. А значит, пойдем на Чупа-Чупс. Попробую сейчас вот здесь забраться. По-моему, здесь тоже есть подъем.
здесь как-то, скорее всего, на елочке можно попробовать подняться, да? Я как-то инфу давал, короче, играли в пати, я говорю, там елочка есть, по елочке поднимаешься. И увидели вот эту елочку, поднялись здесь. Хотя я про ту говорил слева, которая. Не получается? Нет, смотри, поднимается. Давай. Ой, отлично. Ну вот тебе еще одна тропинка есть, да? Прикольно. Я даже не знал, что здесь можно подняться. Не прыгая, не бегая. Че, никого, да? Похоже, никого тут нет. Лутанул кто-то. Картотеки что-то открыты. Еще яйцо. Яйцовый магнат. Яичный магнат. У кого-то стальные яйца, у Дисы одно, но золотое. Тоже неплохо, я так считаю. Нет никого. Пойдем на ГЭС. Взрывается где-то что-то, но это, по-моему, в лазурке. Так-то нам это не особо страшно. В саму лазурку я входить не собираюсь. Так, в обход. Но главное, хочется диких настрелять, чтобы хотя бы скинуть этот синий шлем и броник. Так как они палевные по цвету выделяются, да? А во-вторых, они третий класс защиты всего. Маловато. Сейчас даже ПС патрон на АК-74, да, пробивает третий класс. И даже от диких-то толком не защитит. Есть кабанчик. Угу. На коттеджах возня. Это что такое? А, это. Я думал, кровяка че. Понятно. А это кто сделал? Кто-то лазил тут. Опа. Так, заправку Норвинский смотрим. Где-то должна быть куча диких. Где-то она есть. Это куча диких. А, вон он стоит. Ты чё? Попал, да? А, попал. Блин, что ты... Ой-ой-ой, ты что наделал? Руку оторвал мне напрочь.
Так. Пускаться не будем, наверное, да? Надо руку пришить. Пойдет. Не совсем я понял, что за движение было там, и калаш стрелял, который за этим. И как он мимо этого пробежал. Есть вероятность, что в мою сторону как раз сейчас идут. Нет, я не вижу ни черта. Мне надо в любом случае туда глянуть. Эту самую машину же. Пометить вторую мне необходимо. Наверное, зря этой же тропинкой возвращаюсь, честно говоря. Так как сами видите, на выстрелы могут прийти любопытные. Что это? Чего, блядь? Твою мать, я думаю, где ж кусты шуршат? Капец ты тип. Тоже же шуманул. Тафай, тафай. Стозика бы дычнул успел. Понятно, понятно. Так, ладно, парочка есть, уже хорошо. Я так считаю. Это, по-моему, труп лежит, которого я стрельнул. Пофиг, нагло рискнул проскочить здесь. Сейчас позырим остановку на наличие диких. Также технично через западку попробуем обойти это дело. Пометим, во-первых, машину. И посмотрим снайперов там на скале. Снайперов. И внизу под скалой же могут дикие тоже лазить там. В общем, работы куча. Тишина, да? Не совсем. Ну, тут тихо. Где это СКС щелкнуло? На коттеджах, да, по-моему? По-моему, на коттеджах щелкнуло СКС. Опа. А это СВД про кого? Это кого-то кошмарит. Пацаны, третий нужен? Третий, запасной. Так.
Как тут залазить-то забыл? Так вот. Примерно. Что, про кого возня-то? По кому ты стрелял, братела? Непонятно. Не видно никого. А вон на мосту лежит. А, нет, такой стой. Трава или что-то такое. Вот он, грузовик, который мне нужен. Его пометить хочу. Очень хочу. Готово. Чё ты кого ты там кошмарил, братан? И где-то кто-то там лазит. Стопудово. Не просто же так это все. А, он уже возник, да. Уже пробежали. Это, похоже, санитара ищут, да? Ясно. Ясно одно, я 2 автомобиля пометил, и мне теперь осталось настрелять только диких. Сколько их там конкретно осталось? Давай посмотрим. Так, гуманитарка. Ой, ё-моё, еще 7, дофига еще. Еще ходи и ходи по локации, ищи их. Не знаю, я не вижу смысла выходить с локации. Только мне диких надо убивать. Давай искать диких. Конечно же, диких всех размотали, да? Конечно, конечно. Так, еда, вода. Не фонтан, надо искать еду в воду. Блин, или уже в свежий рейд запуститься. Не парить мозги. То сейчас половину времени, пока я диких бы искал, я буду искать еду, воду себе. Нет диких. И тут нет. Судя по всему, они на берегу все там. Дикари. Ёлки-палки. Галеты есть. Капец. Ладно, фиг с ним, пойдем. Поищем, что там по энергии. 37, ну ладно, хватит. Далеко прям ходить не буду, посмотрю сейчас. Коттеджи, деревню и остров. Может быть, этого достаточно будет. Семеро диких. Это, в принципе, не так уж и много. Одна-две, пару точек.
дело, можно сказать, в шляпе. Ладно, пойду на коттедж схожу все равно. Гляжу, чего там. Если открытый не лутан, посмотрим на наличие флешек. Если флешку найду, то сразу домой пойду. А если нет, то посмотрю еще остров и деревню. Уж там кого найдем. Пока никого не вижу. Чистоган. На бочках ключ хочу глянуть. Твою мать. Это свита, что ли, сидела? Да, это свита, оказывается, была. Ёлки-палки, как я его проморгал. Ядрёно вошел. Надо было аккуратненько, с холмика, поглядеть по закоулкам, да? Ну ладно, что есть, то есть. Пометил 2 автомобиля, я уже не привязан никаким точкам на карте. Мне единственное, нужно будет ходить и 7 диких настрелять. И все, гуманитарку мы закроем. Давай закажем, пока есть такая возможность, себе освещение следующего уровня. Тут, конечно же, эти ссылочки не так уж и дешево стоят, но ничего. Все остальные предметы у меня имеются. Заказываем. 6 часов и 3 уровень имеем. Все, и санузел 2 тоже докупил. Тут датчика давления и набора инструментов не хватало. Улучшение 7 часов, говорит, займет. Пойдет. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх и добрые отзывы. Всем приятной игры, хорошего настроения и до следующего выпуска. До свидания.